утренняя Хива. Время 8:20, а мы уже пошли гулять. Современные гостиницы в Хиве строятся с учетом исторического стиля, активно применяется традиционная резьба по дереву. Такой подход позволяет сохранить аутентичный облик города и украсить его изысканными деталями, создавая удивительную атмосферу для туристов. Мы в самом историческом центре живем. Тут полно достопримечательностей прямо возле отеля. Город Хива – столица древнего Хорезма, который расположен в Узбекистане и является одним из древнейших культурных центров Азии. Город был основан в 7 веке до нашей эры и являлся одним из главных центров государства Хорезм-Шахов. В 13 веке Хива была разрушена монголами, но впоследствии восстановлена. А это раскопки крепости Кохна-Арк. Мы сейчас поднимемся на стену. Я иду по стене Ичан-Калы, одного из древнейших районов Хивы. Эти стены были построены в XVI веке и являются символом мощи и неприступности города. Они состоят из глиняных кирпичей. Высота стен достигает 10 метров, а толщина 6 метров. В стенах имеются бойницы для лучников и стояли пушки, которые использовались для обороны города. Внутри стен находятся жилые дома, мечети, медресе, базары, гостиницы, рестораны. Все здания выполнены в традиционном восточном стиле и украшены орнаментами и мозаикой. В центре Ичан-Калы находится дворец Таш-Хаули, который являлся резиденцией местного хана. В настоящее время Ичан-Кала является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и привлекает туристов со всего мира. Дворец Таш-Хаули, расположенный в восточной части Хивы, является замечательным историческим памятником, отражающим местную культуру и архитектуру. Этот великолепный дворец служил резиденцией для ханов Хорезма и был построен Аллакули ханом. Строительство дворца заняло примерно 8 лет, с 1830 по 1838 годы. Сохранившийся до наших дней дворец демонстрирует изящные элементы декора, такие как резьба по дереву и мозаика, которые впечатляют своим мастерством и красотой. Посещение Таш-Хаули поможет лучше ощутить дух эпохи правления Аллакули хана и увидеть великолепие искусства того времени, отражающее развитие Хивы и Хорезма в целом. Это гарем. А это двор гарема. Продолжая свой путь по Хиве, я не могу не упомянуть о системе медресе, уникальных исламских образовательных учреждений, которые когда-то составляли основу образования на Востоке. Медресе существовали на протяжении многих веков и воспитали множество ученых, юристов, философов и поэтов. Самый известный из них – Аль-Хорезми, который родился в Хиве в VIII веке и считается основателем алгебры. Одним из самых знаменитых и величественных сооружений в Хиве является минарет Ислам-Хаджа. Эта величественная башня высотой более 50 метров была возведена в XIV веке и являлась одним из самых высоких минаретов в мусульманском мире своего времени. Минарет служил не только для призыва верующих на молитву,
но и в качестве маяка для караванов, следующих по Великому Шелковому пути. В Хиве до сих пор процветают народные ремесла. Здесь можно увидеть мастеров, продолжающих древние традиции керамики, резьбы по дереву, ковки и шитья. Их изделия отличаются особой изящностью и характерными для региона узорами. Посещая базары и ремесленные мастерские, можно приобрести уникальные сувениры, сделанные вручную, и посмотреть, как прямо при вас изготавливаются эти предметы. Еще одним уникальным строением Хивы является минарет Кальта-Минор. Построенный в XVIII веке, этот необычный минарет имеет особый округлый фундамент и изначально предназначался для того, чтобы стать самым высоким в мире. Однако строительство было остановлено из-за смерти заказчика, хана Мухаммад Амина, и минарет так и остался недостроенным. Очень маленькие неудобные ступеньки. Нога на них не помещается целиком. И можно споткнуться. Поэтому идти нужно очень аккуратно. А здесь вечером будет выступление канатоходцев. Что хотят, то и делают.
страховки.